В прошлом видео мы с вами разбирали основные этапы создания превью, а сегодня я хочу показать, как выглядит создание обложки в стиле мастурбиста на реальном заказе. Мы подробно разберем один из заказов для моего любимого клиента, который снимает видео об игровых консолях. К финалу ролика я покажу несколько готовых вариантов, на создание которых суммарно ушло около 7 часов, а один из них, несмотря на несколько часов работы, пришлось почти полностью переделать. Но обо всем по порядку. Кстати, если ты хочешь стать моим новым любимым клиентом и заказать качественную обложку для своего ролика, сделать это можно по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. А если напишешь комментарий под видео и при заказе ты предоставишь скриншот своего комментария, ты получишь скидку 50% на первую обложку. А теперь к делу. Клиент прислал мне достаточно большое и подробное техническое задание, которое звучало вот так. Нужно сделать два варианта обложки. Первая обложка каждый делится пополам. Слева Walmart, справа Target. Walmart. Основной цвет синий. Нужно воссоздать отдел видеоигр по референсу Google Drive. На полках использовать реальные игры для Nintendo Switch 2 и PlayStation 5. Отдел должен выглядеть грязно, неухоженно, неорганизованно. Игры лежат как попало. Коробки стоят криво. Часть пола пустая. Беспорядок должен быть заметным, но реалистичным. Логотип Walmart должен быть хорошо виден. В левом верхнем углу рейтинг одна звезда. Target. Основной цвет красный. Оформление сделать по референсу Target. Использовать реальные игры для Nintendo Switch 2. Отдел должен выглядеть чистым, ярким, аккуратным и хорошо организованным. Все игры ровно расставлены. Полки заполнены. Логотип Target должен быть хорошо виден. В правом верхнем углу рейтинг 5 звезд. Версии. Версия 1. Я стою по центру и выгляжу спокойным и растерянным. Версия 2. Отдельная обложка только с Walmart. Я стою внутри отдела, вокруг сильный беспорядок. Игры разбросаны, полки пустые, коробки стоят не на своих местах. Логотип Walmart должен быть заметен. Общий стиль. Walmart и Target должны сильно отличаться по атмосфере. Walmart грязный, хаотичный и запущенный. Target чистый, яркий и организованный. Обложка должна быть яркой, четкой и хорошо читаться в маленьком размере. Кадрирование можно немного изменить, если это улучшит композицию. Главная идея видео заключалась в сравнении игровых отделов двух американских магазинов – Walmart и Target. При этом магазины должны были ощущаться совершенно по-разному. Отдел Walmart старый, заброшенный и практически никому не нужный. На полках мало игр. Коробки стоят неровно, повсюду пыль, грязь и ощущения, будто сюда уже давно никто не заходил. А отдел Target, наоборот, должен выглядеть ярким и аккуратным, ровно расставленные игры, чистые полки и приятное освещение. То есть задача состояла не просто в том, чтобы сделать два магазина разных цветов. Через одну картинку нужно было показать два противоположных ощущения. Слева запущенность и разочарование, справа порядок и желание что-то купить. Основная задача была сделать так, чтобы зритель мгновенно почувствовал разницу между магазинами, даже не вчитываясь в название видео. Помимо технического задания, клиент прислал свои фотографии, но и на этом он не остановился. Он самостоятельно собрал примерный скетч будущей обложки и показал, как именно представляет себе композицию. И за это я ему безумно благодарен, потому что обычно перед началом работы дизайнеру приходится самостоятельно искать расположение персонажа, полок, логотипов и главных объектов. Можно потратить много времени на композицию, а потом выяснить, что клиент изначально представлял все совершенно иначе. Здесь же у меня сразу была понятная основа. Я видел, где должен находиться блогер, какое пространство занимают игровые отделы и на чем должен строиться главный контраст. После анализа технического задания и скетча я приступил к работе. Так как клиент попросил сделать несколько разных вариантов, я решил начать с версии, где он находится внутри игрового отдела Walmart. По задумке, этот отдел должен был выглядеть старым, заброшенным и почти непосещаемым. Благодаря скетчу клиента мне не пришлось отдельно собирать черновую композицию с нуля. Я сразу перешел к созданию основы, на которой собирался строить финальную превью. И первая генерация, на первый взгляд, выглядела вполне неплохо. В кадре был игровой отдел, нужная перспектива и пространство для размещения фотографий клиента. Но магазин выглядел слишком аккуратным. Игры стояли достаточно ровно, полки казались недостаточно грязными, освещение было достаточно приятно. Если бы я оставил эту основу без изменений, зритель просто бы не почувствовал нужную атмосферу. Поэтому возникла задача добавить беспорядка. Я сделал новые генерации с меньшим количеством игр, неровными коробками и более запущенными полками. Часть игр должна была лежать боком, часть стоять под разными углами. Потом я решил добавить небольшие участки с паутиной между полками и в углах, которые зритель может даже и не заметить с первого взгляда. Такие элементы работают скорее подсознательно. Ты не обязательно рассматриваешь каждую паутинку, но вся сцена сразу начинает ощущаться грязнее. Центральная задняя часть магазина тоже выглядела слишком чистой, особенно логотип Walmart. Он был ярким и аккуратным, словно его установили вчера. Поэтому я добавил на него пыль, грязь и небольшие потертости, чтобы он лучше соответствовал окружению. После этого я начал повреждать мелкие элементы на полках. Например, эти картонные разделители, или как они там называются. На первой генерации они были идеально ровными, а в заброшенном отделе идеально ровные элементы сразу разрушали всю атмосферу, поэтому я добавил им заломы. После этого я удалил человека, которого нейросеть самостоятельно добавила в центр изображения. На моего заказчика он не был похож абсолютно. Также я увеличил логотип Walmart, чтобы он лучше читался даже на маленьком экране, потому что зритель должен сразу понимать, в каком магазине происходит действие. И вот здесь началась самая монотонная, но при этом одна из самых важнейших частей всей работы. На полках было много игровых коробок, но ни одна из них не выглядела как настоящая игра. Где-то были случайные лица, где-то непонятные символы, где-то текст, который отдаленно напоминал английский, но прочитать его было невозможно. Ну и в целом часть коробков не была похожа ни на коробки от PS5, ни на Nintendo Switch 2. В общем, классическое нерастевое месиво, поэтому мне пришлось заменять каждую обложку игры вручную. Сначала я подобрал обложки игр, затем подгонял каждую из них под перспективу полки. Менял угол, масштаб,
контраст и освещение. А где-то я добавлял легкую тень, чтобы новая обложка не выделялась из общей композиции. На всю эту работу ушло примерно от 40 минут до часа. И вот разница до и после. До этого на полках находились просто цветные прямоугольники. Теперь здесь можно было узнать GTA 6, Mario, Assassin's Creed и другие реальные игры. Скорее всего, зритель не будет останавливаться и рассматривать каждую коробку отдельно. Но теперь у него хотя бы не возникнет ощущения, что перед ним очередная сырая нерастевая картинка. Именно такие детали редко замечают сознательно, зато их отсутствие замечают почти сразу. После работы с играми я перешел к самому помещению. На тот момент основа уже выглядела лучше, но все еще напоминала черновой макет, а не реальную фотографию. Поэтому я начал усиливать глубину пространства, сделал цветокоррекцию, немного разделил передние и задние планы, добавил мягкое размытие на дальних элементах, добавил верхний свет, который будет освещать фотографию блогера. Так сцена сохранила запущенную атмосферу, но при этом стала заметно лучше читаться. На этом этапе работа уже выглядела достаточно цельно. И, честно говоря, я почти был готов переходить к добавлению фотографии клиента. Но перед этим решил еще раз открыть техническое задание и проверить, не упустил ли я что-нибудь важное. И вот здесь я понял, что я слишком сильно сосредоточился на том, чтобы сделать картинку красивой и детализированной. И постепенно забыл, что отдел должен выглядеть именно заброшенным. Да, на полках уже был небольшой беспорядок, где-то появилась паутина, логотип стал грязнее, но в целом магазин все еще выглядел недостаточно заброшенным. Полки были слишком заполнены товаром. Получилось изображение магазина, будто украшенного в стиле Хэллоуин, но не изображение, на котором показан заброшенный игровой отдел, который почти никто не посещает. И это важный момент. Поэтому мне пришлось принять неприятное решение. Не пытаться бесконечно чинить уже собранную сцену, а почти полностью начать заново. Конечно, было жалко потраченного времени. Я уже вручную заменил обложки игр, сделал свет, добавил грязь и проработал помещение, но продолжать спасать неправильную основу означало бы потратить еще больше времени. Поэтому я отложил первую версию и начал делать новую основу. На этот раз я сформулировал задачу точнее. Мне нужен был отдел, который действительно выглядит забытым. Меньше игр, больше пустых мест, пыль в воздухе и ощущение, что последние покупатели заходили сюда несколько лет назад. После нескольких попыток я получил новую генерацию, и уже на первый взгляд разница была заметна. Здесь помещение выглядело гораздо более запущенным. Полки были почти пустыми, игры стояли хаотично, а между коробками появилось много свободного пространства. То есть новая основа намного точнее выполняла задачу. И теперь мне снова предстояло проделать большую часть работы. Я опять начал заменять игровые коробки. Но теперь эти игры должны были стать частью заброшенного окружения. В итоге новая версия начала передавать именно то ощущение, которое изначально хотел получить клиент. И только после того, как атмосфера начала работать, я перешел к главному персонажу. Я добавил фотографию клиента в центр композиции, подогнал ее по масштабу, а затем заменил цвет футболки, чтобы она лучше сочеталась с окружением и не терялась на фоне. Но просто вырезание фотографии человека было недостаточно. Если оставить исходное освещение фотографии, персонаж сразу выглядит вставленным поверх фона, поэтому я начал заново строить свет на нем. После чего я пропустил изображение через стейбл, чтобы немного объединить текстуры и убрать ощущение коллажа. Здесь было важно не переборщить. Если слишком сильно обработать фотографию нейросетью, лицо начнет меняться, детали одежды поплывут, а человек перестанет быть похож на себя. Поэтому я использовал минимальную силу обработки, чтобы сохранить черты лица, но немного сгладить различия между исходной фотографией и сгенерированным фоном. Затем сделал финальную цветокоррекцию, усилил контраст между человеком и окружением, добавил немного холодных оттенков тени и оставил более теплый цвет на коже. И в самом конце добавил текстуру пыли, которая летает в воздухе. Это очень простой эффект, но он хорошо связывает передние и задние планы. На создание этой версии ушло примерно 5 часов, и результатом я действительно остался доволен. Теперь отдел выглядел запущенным, игры оставались узнаваемыми, а клиент, естественно, вписывался в окружение. Но на этом работа была только наполовину закончена, потому что впереди оставалась вторая версия, и там задача была полностью противоположной. Вместо грязного и заброшенного Walmart нужно было создать чистый и яркий Target. Тут сложность была в том, что обе половины должны были выглядеть как часть одного превью. Нельзя было просто взять два случайных изображения разных магазинов, поставить их рядом и считать работу законченной. У них должны были совпадать перспектива, высота камеры, масштаб полок и положение главного героя. Иначе вместо цельного сравнения получился бы обычный коллаж из двух несвязанных между собой картинок. Поэтому я взял за основу уже собранную сцену с Walmart, начал постепенно превращать ее в Target. Сначала изменил общую цветовую палитру. Холодные, грязные и приглушенные оттенки Walmart заменил на более чистые белые и красные цвета, характерные для Target. Но просто перекрасить магазин было недостаточно. Если оставить те же полупустые и хаотичные полки, зритель все равно будет чувствовать заброшенную атмосферу, только теперь в красном цвете. Поэтому я начал полностью перестраивать содержимое игрового отдела. Добавил больше коробок с играми, выровнял их и сделал расположение намного аккуратнее. И, конечно, мне снова пришлось
пришлось вручную менять обложки игр. Поэтому я снова подбирал реальные обложки и подгонял их под перспективу. После этого я удалил логотип Walmart и на месте случайных нейросетевых надписей добавил нормальные ценники. Когда основа была готова, я добавил свет и фотографию клиента. Поскольку обе версии должны были сравниваться между собой, нужно было сохранить масштаб человека и положение в кадре. Но полностью копировать обработку из Walmart было нельзя. Поэтому я заново добавлял свет и тени на фотографию клиента. Затем обрабатывал фотографию и слегка объединял текстуры. И уже после этого добавил потолок и логотип Target на дальней стене. Логотип я специально разместил не слишком близко к персонажу. Он должен сразу объяснять зрителю, в каком магазине происходит действие, но не становиться главным объектом обложки. Если сделать его слишком большим, внимание уйдет с лица и самого сравнения. Если слишком мелким, зритель просто не поймет, что это Target. Поэтому я подобрал размер, при котором знак остается заметным даже на мобильном экране, но все еще ощущается частью помещения. На этом отдельная версия Target была готова. После этого я добавил более заметное разделение между двумя магазинами. Слева старый Walmart, справа современный Target. Даже если человек увидит обложку всего на секунду, он должен сразу понять, что здесь происходит сравнение. И в целом на этом работа была закончена. Но кроме этих двух основных вариантов, по просьбе заказчика я сделал еще несколько дополнительных версий. Но прежде чем показать все финальные варианты, осталось подвести итог всей этой работы. Потому что эти 7 часов показали одну важную вещь, которую далеко не всегда видно со стороны. Большую часть этого времени было потрачено не на генерацию изображений и даже не на добавление фотографии клиента. Больше всего времени заняла ручная доработка, замена игровых обложек, работа со светом, добавление грязи, исправление мелких деталей и попытка сделать так, чтобы все элементы воспринимались как единая фотография. И, пожалуй, именно это чаще всего остается за кадром. Когда зритель видит готовое превью, он может подумать, что дизайнер просто сгенерировал фон, вставил человека и немного подкрутил цвета. Но на практике одна неправильная деталь способна разрушить всю работу. К примеру, если игры на полках выглядят как нейросетевое месиво, зритель перестает верить в сцену. Или же если человек освещен иначе, чем помещение, он выглядит наклеенным поверх фона. Если Walmart слишком чистый, пропадает главный смысл сравнения. А если Target выглядит слишком ярким, он начинает перетягивать все внимание на себя. Поэтому финальная картинка складывается не из одного большого решения, а из десятка небольших правок. Некоторые из них зритель никогда не заметит отдельно. Но именно благодаря им он воспринимает обложку как качественную и профессиональную. В итоге у меня получилось два основных варианта. Первый — с заброшенным игровым отделом Walmart. И второй — сравнение Walmart с аккуратным отделом Target. Хотя зрителю даже не обязательно читать название видео. По одной обложке уже ясно, что один магазин выглядит намного хуже другого. И именно это является главным показателем удачного превью. Оно должно не просто выглядеть красиво, оно должно быстро и понятно передавать идею ролика. Потому что на YouTube у зрителя нет времени долго разбираться, что именно хотел сказать дизайнер. У нас есть буквально 1 секунда, чтобы привлечь внимание и вызвать интерес. И если главная мысль считывается только после подробного объяснения, значит обложка не работает. Помимо двух основных вариантов, я сделал еще несколько дополнительных вариаций. И мне интересно узнать ваше мнение. Какая версия кажется вам самой сильной? Напишите в комментариях номер или название варианта. И самое главное, объясните, почему выбрали именно его. А еще можете написать, в каких этапах создания превью вам хотелось бы узнать подробнее в следующих роликах. Потому что в одном видео невозможно подробно показать абсолютно все. Сегодня мне хотелось продемонстрировать именно полный путь одного заказа. От получения технического задания и первого наброска до переделки почти готовой работы и создания нескольких финальных вариантов. И надеюсь, теперь стало понятнее, почему хорошее превью не всегда создается за 20 минут. Нейросети действительно сильно ускоряют работу. Они помогают создавать основу и быстро проверять идеи. Но без ручной доработки результат очень часто остается просто красивой генерацией. Поэтому нейросеть в этом процессе не заменяет дизайнера. Она просто становится еще одним инструментом, примерно как Photoshop, камера или графический планшет. И качество результата все равно зависит от того, насколько хорошо человек понимает задачу, замечает ошибки и умеет доводить работу до конца. В моем случае самое важное решение появилось не тогда, когда я добавил свет или заменил игровые обложки, а в момент, когда я остановился, снова перечитал техническое задание и признал, что первая версия не передает нужную атмосферу, хотя в нее уже было вложено несколько часов. Иногда лучший способ улучшить работу — не добавлять еще один эффект, а честно признать, что ты двигаешься не в ту сторону и вернуться назад. Это неприятно, но намного хуже отправить клиенту работу, которая не решает его задачу. Надеюсь, вы смогли подчеркнуть для себя что-то полезное. И напомню, если вы захотите заказать у меня обложку для своего видео, ссылка находится в описании и в закрепленном комментарии. А если при заказе вы предоставите скриншот своего комментария под этим видео, то получите скидку 50% на первый заказ. Если ролик был полезен, буду благодарен лайку. Спасибо за просмотр. Увидимся.